Так, ну трансляция должна начаться. Самое последнее, в чем осталось убедиться, это в том, что качество настроено правильно. Потому что весь час до трансляции я потратил на то, чтобы исправить проблему 360p видео. Так что дайте знать в комментах, работает это или не работает. Блин. У себя в студии я вижу, что все равно 360p идет. Качество трансляции. Текущий битрейт аудиопотока ниже рекомендуемого. Ну звук на этой сцене может быть отключен. Хотя нет. Показывает, что все в порядке. Ну, привет, Миш. Дайте знать, ребят, в чатике, идет вообще звук, видео, качество? Нет. Видео, качество. У себя на трансляции я вижу, что есть 360p. Звук идет, супер. А как по качеству видео? Просто у меня, я говорю, в студии показывает только 360. Может быть очень высокая пикселизация, типа вот, например, все ли видно, или вот, например, код. Ну да, конечно, код. Вот. Код нормально видно. Во, в 1080 рисует. Красота. Все. Супер, ребят, спасибо большое за фидбэк. Так, ну, собственно, воскресенье, 5 часов. Кружечка из Starbucks и чай. И мы, пожалуй, начнем. Собственно, на трансляцию так или иначе могут подключиться люди, которые вообще не особо в курсе за статью, которая описана в моем блоге. Ну, у кого-то да, у кого-то 8 часов или даже позже. Всем привет, ребят. Собственно, не все могут быть в курсе за проблему, описанную в моем блоге, про миграции JSON файлов. Вот, поэтому начну трансляцию с коротенького объяснения вообще, о чем пойдет речь. Соответственно, на проектах я тут с собой планшетик захватил, чтобы красиво рисовать. Планшета долго не будет на трансляции, потому что я обещал его вернуть Жене, чтобы она могла смотреть свои видосики. Вот. Ага, вот так намного лучше. Так, создадим новый файл. Отлично, все видно. Собственно, обычно у нас какая ситуация происходит? У нас есть какой-то клиент, какой-то красивый пользователь, который
играет в нашу замечательную игру. Назовем нашу замечательную игру Magic Battle Arena. И мы во время этой игры записываем данные напрямую в профиль игрока. Как правило, в профиль, неважно какой формат пока что, мы записываем данные в профиль игрока и сохраняем его локально. Точнее, есть два способа. Первый — это хранить его локально. Второе — это хранить его на сервере. Под профилем игрока что вообще подразумевается? Подразумевается какой-то бинарный файл. В любом случае, любой файл — это набор байт. В разных кодировках, но с разным расширением, но нам это не важно. Это может быть либо... Это может быть как XML, это может быть JSON, это может быть даже... В некоторых случаях это могут быть сырые данные. Да? Соответственно, мы эти данные берем и сохраняем куда-то. Для того, чтобы при повторном запуске нам эти данные загрузить и восстановить последнее состояние пользователя. В случае, если мы это делаем локально, то мы идем, соответственно, мы делаем некоторый syscall, который загружает наш файл в оперативку, и дальше мы можем с ним работать из кода уже напрямую. YAML, да. Давайте еще YAML здесь добавим. Yet another markup language. Соответственно, и дальше мы из кода уже напрямую оперируем файлом, который мы загрузили напрямую в нашу оперативную память. В случае же с сервером у нас могут быть по-разному выстроены коммуникации с сервером. Это может быть как какой-нибудь HTTP запрос на сервер. Это может быть remote procedure call, по-моему. Это может быть вообще, опять же, прямая коммуникация по кастомному протоколу, где мы напрямую подключаемся через сокеты к серверу и скачиваем нам нужный файл. Но так или иначе мы его потом все равно, эти сырые байтики, мы десериализуем и кладем опять же в оперативку. Вроде это у нас по сути просто пайплайн того, как мы скачиваем и загружаем наш файл с данными в нужной структуре. Дальше, соответственно, вот сырая структура, грубо говоря, у нас загрузилась в оперативку. И дальше нам нужно как раз таки наш формат преобразовать в совместимую с нашим языком модель данных. По сути, модель данных, ну или по-другому десериализовать или задемаршалить данные. Я помню, мы как-то с моим другом спорили, в чем различие десериализации и демаршалинга. Так вот, это такой вопрос интересный на засыпку. Напишите в комментах, в чем разница как вы думаете, в чем разница между демаршалингом и десериализацией. Я пока продолжу.
Соответственно, у нас есть какая-то структура, которая лежит в оперативной памяти, и наша задача эту структуру данных, то есть по факту это, ну, либо это массив байт, не нравится. По факту это либо массив байт, либо это стринга. Ну, конечно же, стринга в своем примитивном случае это массив чаров, но не суть. Для нас сейчас это не имеет значения. И вот как раз-таки важная характеристика, подсказка маленькая. Вот между вот этими двумя как раз-таки в типе данных и будет различие в маршалинге, и будет заключаться разница между маршалингом и десериализацией. И дальше нам нужно эти данные так или иначе какого-то вида, какой-то структуры преобразовать в готовый CLR объект. CLR Object. Что такое CLR Object? Ну, соответственно, это все объекты, которые подчиняются Common Language Runtime спецификации, которые у нас находятся, соответственно, это у нас классы и структуры. Ну, да, и преобразование соответствующего формата данных байт-стринг, массив байтов или стрингов, или стринг в наши классы или структуры. И тут может быть и для преобразования, для вот этой конвертации как раз-таки, у нас есть несколько способов в зависимости от того, какой формат данных мы используем для хранения, описанный вот здесь. Да? Мы используем какие-то десериализаторы или конвертеры, типа, например, Newtonsoft. Я уж не знаю, как он там пишется правильно. JSON. Потом какие-нибудь там, не знаю, XML reader классы, прописанные в .NET и находящиеся в пространстве, включенные в библиотеку Sharp. Либо это может быть какой-то, не знаю, получается yet another файл десериализатор. Ну, вот так вот пусть будет. CSV еще вспомнил. Ну, пусть будет еще CSV. Ну да, форматов файлов может быть сколько угодно. Соответственно, мы используем промежуточные какие-то программы для преобразования входного типа данных в CLR объекты. Чаще всего, конечно же, используется JSON, и с JSON работать нам проще всего, потому что это универсальный формат, который может одинаково читаться и восприниматься разными языками программирования, библиотек которых куча, и это достаточно единый стандарт, который используется повсеместно. И теперь, заканчивая вопрос с мат-частью, разница между десериализацией и демаршалингом в том, что десериализация относится именно к преобразованию строки в объект, преобразование строки в другой какой-то тип данных, а демаршалинг — это, по сути, преобразование набора сырых байт в какой-то другой тип данных. По крайней мере, если я все правильно помню. Но если что, поправьте меня.
И на вот этом этапе, как раз таки у нас возникает проблема с проблемой версионирования. Версионирование как раз таки наших стрингов и байтов. В чем, собственно, проблема? А дело в том, что у нас есть так называемая JSON схема JSON файлов, которая может выглядеть примерно таким образом. У нас идет тип данных, а потом название этого поля. Допустим, там сам. Да? Это значит, что внутри нашего JSON будет храниться вот это поле с вот этим именем вот этого типа. То есть при десериализации программы, ну не программы, а плагины, которые мы используем для десериализации, они будут преобразовывать, они будут знать, в какой формат нам преобразовать текущее поле. И дело в том, что в версии 1, давайте вот так, версия 1. В версии 1 это будет формат, допустим, string, а в следующей версии, версия 2, это поле станет интом, а имя останется тоже. Соответственно, пользователь, наш пользователь любимый, давайте как-нибудь вот так. Наш пользователь красивый, палка-палка огуречек, идет в store. Это имеется в виду Google Play или Apple Store. Store ему говорит: скачай обновление. Наш пользователь качает апдейт. Запускает приложение. Смотрит в локальное хранилище, загружает из локального хранилища версию 1, пытается ее как бы поудобнее, ну ладно, господи, как же длинно. Пытается десериализовать версию 2, имея внутри версию 1. Все. На этом наш стрим, в принципе, закончен. Проблема такая есть, как ее решать, никто не знает. Всем спасибо. Извините, не удержался того, чтобы не тупо не пошутить, но, короче, это проблема. Тип данных изменился, прямого способа преобразовать стрингу в значимый тип у нас нету. То есть JSON-сериализатор не понимает, как значение в стринге, пусть даже значение вот тут, да, вот здесь, оно будет что-то типа 1, да, пусть даже так будет, но все равно при десериализации мы посмотрим потом в имплементацию JSON-конвертера, он проверяет напрямую тип и использует преобразование, использует под капотом system stream поток, но не путать с thread'ом, stream reader. Вот он использует stream reader и напрямую смотрит в тип этого поля. Да, спасибо, Михаил, за поддержку. Действительно, годного контента по Unity, по архитектуре, по проблемам, которые связаны, не так много, особенно. Много очень туториалов.
и контента уровня junior, но действительные проблемы на продакшене, с которыми сталкиваешься, как бы мало кто освещает. Собственно, и у нас нету способа преобразовать единицу стринговую в единицу интовую. Мы получаем ошибку и мы в результате получаем ошибку десериализации внутри при преобразовании одного формата в другой. Собственно, этот стрим и цикл стримов, который я планирую делать, когда у меня будет время свободное, как сегодня, и нацелен на то, чтобы написать свой конвертер адекватный для преобразования данных одной старой версии к данным новой версии. То есть в конце этого цикла мы получим open source плагинчик. По факту там 2-3 скриптика будет, я думаю. Если что, я буду писать его на стриме, у меня никаких заготовок нету. Ну, точнее, есть заготовки, но я их расшариваю, то есть они будут сразу видны. И в конце мы получим простой JSON-конвертер класс, который можно будет подключить к любому десериализатору, к JSON-конвертер, Newton.json, давайте так, Newton.json десериализатору, и он автоматически преобразует ваш JSON-файл версии 1 к версии 2 или версии 10. Версии, давайте вот так, N. Соответственно, этот плагинчик, вот он будет накатывать все вот эти миграции сначала с версии 1 на версию 2, потом с версии 1 на версию 3, с версии 2 на версию 3, с версии 3 на версию N. Собственно, это вот основная сложность, связанная как раз-таки с миграциями. Почему вообще эту тему я решил осветить? Потому что очень странно, но давайте я вам покажу, как выглядит. Так, по-моему, MBA сервер, да. Давайте this window. Значит, что это такое? Это код сервера, серверной части проекта Magic Battle Arena. Это продакшн код реального проекта, который есть в Store, его можно скачать, под который мы с моим партнером подняли достаточно большое количество денег, чтобы его реализовать и воплотить в жизнь, выложить и попытаться на этом заработать. Но, к сожалению, я в блоге об этом писал, успеха достичь не получилось, ключевых метрик проект не достиг, поэтому было принято решение о распуске команды и закрытии данного проекта. Сейчас, к сожалению, его сервера я отключил. Вот. Сервера я отключил, и поиграть в эту игру, к сожалению, нельзя. Но можно посмотреть код. Вот, можно посмотреть код сервера. Посмотреть, как была сделана миграция профилей до этого. Тут на самом деле немножечко кринжатины навалим. Ну, на самом деле, мне немного кринжово, что это было так реализовано. И именно эта причина, этот будущий плагин будет работать на данных уже в проде. Это один из корнер-кейсов, который нам нужно будет покрыть, кстати-ка. Это что делать, если... Но да, это будет работать, я расскажу как. Ну, мы посмотрим, как это можно сделать. Соответственно, как это выглядит? То есть, миграция в целом, в принципе, не важна. То есть, вы можете сейчас абстрагироваться от этого кода. То есть, тут важна лишь логика, а не то, что конкретно написано здесь. Значит, мы читаем
профиль из нашего сториджа, из любого абстрактного сториджа. В данном случае это Postgre. Мы читаем из Postgre. Качаем профиль, проставляем в него какие-то данные, что-то тут активируется. Дальше мы смотрим, мы получаем интовую версию текущего профиля, то есть который мы забрали в виде raw сырой стринги локально нам в память. Мы посмотрели версию этой сырой стринги и посмотрели версию, которая у нас на сервере зашита в константы. И если эти версии не совпадают, то мы вызываем метод migratePeer. Что делает migratePeer? Он делает migrateProfile, а migrateProfile в свою очередь вызывает какие-то стратегии. И у нас здесь они прописаны: migration to version 1, 2, 3, 4. И здесь, собственно, происходят у нас какие-то изменения. То есть смотрите, мы загрузили профайл, то есть мы его достали из базы данных, десериализовали в структуру, в сырую структуру данных, поменяли эту структуру. То есть вот execute modify, поменяли эту структуру, поменяли наш профиль, пометили его, что он как модифицированный, и после этого сохранили в базу данных обратно. В чем здесь заключается оверхед? Оверхед заключается в том, что отсюда мы достаем чистые стринги, где это сделано? Вот здесь, по-моему. Вот, да, deserialize and set inventory. Вот. То есть, давайте я переключусь обратно на iPad и просто покажу, как это обычно реализовывается на клиентах. Мы получаем сырую стрингу. После этого мы ее делаем конверт в модель данных напрямую в CLR Object. CLR Object. И после этого накатываем миграции. После этого делаем опять конверт. Только на этот раз в стрингу из CLR объекта. И после этого обратно сохраняем в оперативку или в persistent memory. Persist. Да? И дело в том, что вот эта часть, вот эта конвертация, она нам по-хорошему не нужна. Потому что... ну да, я еще пропустил один важный момент. А потом мы опять из оперативки мы опять конвертируем обратно в наш нужный CLR объект. То есть по факту это deserialize, serialize, save, вот это вот save, deserialize, нужная версия. И вот тут мы миграции мы накатываем ручками. То есть вот прям вот как вот тут написано. То есть мы десериализовали объект, положили его в профиль. После этого мы прошлись по изменению, мы изменили текущий профиль до нужной версии, сохранили его в базу данных, обновили профиль. И опять его загрузили
Код не видно. Точно, спасибо. Между сценами в OBS нужно переключать. И пока я еще к этому не привык. Соответственно, и мы постоянно накатываем миграции, сохраняем в базе данных. В данном случае у нас в реализации, которая показана здесь, у нас нету вот этой повторной реконвертации. То есть мы после миграции мы сразу идем в базу данных в текущей реализации. Но поверьте мне, на некоторых проектах я видел, как вот эти вот части, вот эта вот часть успешно реализуется. И это плохо. Потому что у нас есть и даже вот эта часть, которая здесь прописана через статические миграторы, она может быть улучшена. Вот. Инструмента общего я не нашел. Считаю, что это стоит внимания. Проблема достаточно частая, и как бы подхода к ее решению единого нету. Вот. Поэтому напишем свой собственный JSON мигратор. Это получилась такая короткая выжимка. В кавычках. Короткая выжимка из статьи. Ну, точнее как. Это подробное объяснение проблемы, которые я описал в статье. Теперь можем по факту посмотреть, как это выглядит. У меня есть заготовленный проектик. Выжимка проблемы. Да. Подробное объяснение проблемы с технической стороны. Так. Собственно, у нас есть проект на Unity. Я уже создал базовые пустые скрипты и использовал структуру проектов, которую тоже я описывал в одной из своих статей по структуре проекта с разбитыми на разные папки ассембли. Вот. Я думаю, что здесь все достаточно очевидно, но быстренько пройдемся. Эдитор часть для вспомогательных скриптов, которые будут запускаться только в эдиторе. Runtime часть у нас пойдет в финальный пакет. И, соответственно, пара ассембли с тестами для эдитор мода и для play мода. Подключен еще дополнительно плагин Responsible. Если честно, это просто для тестов. Я хотел посмотреть, как выглядит проектирование BDD сценариев через этот плагин. Вообще, Behavior Driven Development плагинов для Unity, в принципе, нету, к сожалению. Поэтому я пытаюсь найти что-то полезное, вот подключил его. Но на самом деле его не очень удобно использовать, потому что это фича Experimental в Responsible. И вот, в общем, как выглядит работа с этим, что не очень удобно, как по мне. Так, ребят, давайте перерыв на 1 минуту. Я жене планшет верну и вернусь, продолжим.
Это не заняло много времени. Вернул жене планшет. Собственно, теперь давайте опишем нашу проблему в коде. Кстати-ка, не вижу смысла особого продолжать использовать Responsible в нашем проекте. Не вижу смысла продолжать использовать Responsible в нашем проекте, поэтому... Так, my registries. Afuera. Так. Блин, вот как быть, что захватчик экранов не захватывает все элементы экрана? Вот я сейчас пытаюсь добавить ну вот. Ах. Я поправлю это на будущих трансляциях. Я и постараюсь записывать именно часть экрана, в которой я работаю, а не окна. Потому что, блин, ну вот тот факт, что вы не видите вот то, что я открыл здесь менюшку и выбираю что-то, ну это плохо. Это плохо, но пока в OBS я не нашел настройки для того, чтобы стримить конкретную зону с экрана, чтобы были видны все менюшки. Либо весь экран ты стримишь, либо ты стримишь окно. Это неудобно. Так, что ж, давайте уберем все лишнее. Ретрай пулеры. Поправим ошибки компиляции. Код не видно опять. Ну, не суть. Главное, что ошибок нету. Вернемся в код, соответственно, и пропишем первый тест, который будет подтверждать нашу проблему. Соответственно, получается throw exception deserialize. Соответственно, дальше создадим какой-нибудь JSON. О, спасибо. Спасибо, Copilot. Name Joy Age 33. То есть получается, что... Ну-ка, JSON schema. Ну давай, Copilot. О, спасибо. Спасибо. Получается int 32, да? И теперь мы поменяем эту JSON схему v1 на v2. Мы, допустим, скажем, что теперь у нас есть поле name, а также мы добавили surname. И наше это поле должно быть заполнено каким-то John Doe. Name Joe, surname Doe. Copilot лучший друг программиста, да, я полностью с этим согласен. Соответственно, сейчас, если мы напишем модель данных для этого, да, public class person. Соответственно, для версии 1 это будет
public string name. Даже я предпочитаю использовать, работать по-другому. JSON. Ага. Сейчас, да, у нас property. Угу. Нам нужно подключить JSON конвертер. Почему у нас нету его сразу? Ой. Так. JSON utility, JSON reader factory. Блин, у нас его нету. Да, у нас его нету. Там как-то JSON конверт, да, у IP, у Data Newtons of JSON. Package Manager. Так, Unity Registry. Так, JSON. In Project Custom and Unit Test Framework. Окей. Окей. Так, ну пойдем, получается. Unity, JSON, Serialization, пусть будет. Нет. Soft JSON. Unity, Newtons of JSON Unity Package. Версия 2.2. Documentation. Нет, мне не нравится. Source code, manual. Ну, это... кстати, мы не можем использовать напрямую имплементацию Newtons of JSON по причине того, что десериализация в Newtons of JSON под капотом работает через модификацию IL кода. Вот здесь. То есть она использует JIT компиляцию для того, чтобы генерировать модели для сериализации в рантайме без использования рефлексии. Вставь UPM по имени пакета. Да, я именно так хочу. Но я хочу найти именно строку, которая мне скажет вставить. Ладно. Я просто попробую взять из какого-то уже готового проекта. Я как раз таки эту строку и искал, чтобы добавить ее в packages. Сейчас у вас будет висеть экран. Но я обещаю, что я поправлю это в будущем, чтобы все было видно. Но сейчас я открыл packages файл на одном из своих проектов для того, чтобы оттуда забрать пакет с Newtons of JSON и подставить его в наш проект. Сейчас. Migrations JSON.NET. Нет, не то. Light Migrations. Library, Packages, Manifest. Оп. Все. Должно все заработать. Light Migrations. Вот здесь. Unexpected token. Запятая. Лишняя запятая. Ну, все.
должен заработать, если не будет ошибок компиляции. Угу. Type of namespace JSON property attribute could not found. Ну да, конечно, ты не можешь найти этот атрибут. Пока что ты не можешь его найти. Так, вроде все обновилось. Так, теперь возвращаемся назад. JSON utility. Почему ты не подключаешься? Строка. Строка адреса страницы документации ID я быстро копирую, вставляю в UPM. А, именно строка адреса. Понятно. Ну что ж, буду знать. Community Newton. Ну да. Community Nugget Newton Soft JSON. Да. Именно его и добавил. Вот он. Вот он. С runtime имплементацией. Только почему-то. Вот, все, появился JSON конверт. Юху. Все, красота. Слава богу. JSON property. Расскажи мне про свою проблему, я расскажу, кто ты. Это editor мод, соответственно, мы здесь напрямую DLL-ку должны подключить. Да, вот здесь, соответственно. В сборку тестовую вот здесь забыли подключить. Соответственно, Господи, как же неудобно переключаться между сценами в OBS. Но, правда, я это поправлю. Соответственно, это name, это age, public int age. И дальше десериализуем. Да, что выбросит JSON Deserialization Exception, если мы сделаем десериализацию. Только здесь does not throw. Вот так вот. Сейчас надо сигнатуру посмотреть. Ну да, делегат. Не бросает исключение на первом варианте, но бросает исключение на втором варианте. Throw exception deserialize. Migration. Переключаемся на Unity. Идем в General, в Test Runner. Видим наш тест. Запускаем его. Expected invalid character after parsing name. Expected. Ага. Сейчас разберемся. Name John, запятая, surname. Ну да. Вот так. Сцена опять не та. Господи, ребят, я
дико извиняюсь, но да, вы полностью правы. Сцена абсолютно не та. Райдер. Да. Собственно, ошибка, которую мы получаем, это Newton's of G-serialization exception, but was zero. But was null. Example BDD test, 28 строка. 28 строка. Здесь ожидается, что выбросит exception, но он возвращает null. Ну, чисто теоретически проблемы с десериализацией не будет. Единственное, что формат данных будет неправильный. Соответственно, имя есть, да. Имя есть. Соответственно, у нас получается expected, соответственно, expected name John. А вот actual name у нас будет при десериализации, соответственно, как-то так выглядеть, и, соответственно, assert equal. Да, спасибо, Copilot. Мы ожидаем, что они будут одинаковыми. Для версии А почему у нас тесты все прошли без ошибок? Так, давайте еще раз проверим. Ну да, мы десериализуем версию John и получаем версию... Нет, нам нужно десериализовывать версию V1. И мы ожидаем, то есть мы эмулируем проблему на клиенте, что у нас в локальном хранилище хранится версия 1. Мы эту версию 1 десериализуем и ожидаем, что у нас будет имя Джон, но получаем имя Джон Доу. Потому что данные, потому что схема JSON файла у нас изменилась. Да. Соответственно, мы получаем... наш тест не проходит. То есть ожидался Джон, но мы получили Джон Доу. Господи. Ну да, смешно вышло. Собственно, и исправить эту проблему очень и очень легко. На самом деле, Господи, как же там они правильно пишутся-то? Ну вот, можно JSON конвертер. То есть, по сути, мы пишем какой-то класс public sealed класс migrator, пишем JSON конвертер. И для какого типа он нам нужен? А мы на самом деле не знаем, для какого типа он нам нужен, поэтому мы... Так, поэтому мы его так все и оставляем. И пропихиваем этот мигрейтор сюда. Что он делает? Там настройки нужны, а в настройках список конвертеров. Да, можно через настройки, но есть перегрузка Deserialize Object, который позволяет принимать конвертеры напрямую. Но да, то, о чем пишет Михаил, можно сделать и вот так. Мы пишем settings
И в этих сеттингсах есть конвертеры, и в этих конвертерах мы можем, соответственно, уже проставить наш мигратор. Вот так вот, прям напрямую. И здесь перепрогнать сеттинги. Напрямую. О, господи. Вот, сеттинги. Прям сюда прогнать. И все будет работать. У меня не было такой перегрузки, видимо, у меня старая версия. Да, может быть запросто старая версия, поэтому лучше всего использовать именно сеттингсы. Но тогда, да, и более того, еще даже лучше JSON Convert Default Settings, по-моему, вот эта функция, которая возвращает нам настройки по умолчанию. И лучше ее переопределить, конечно, глобально в проекте, если вы хотите не писать постоянно, если вы не хотите постоянно писать settings здесь. Но это в будущем. Это в будущем что-то такое нам нужно будет реализовать, когда мы допишем наш конвертер. Собственно, мигратор. В зависимости от того, вызываем ли мы метод deserialize или serialize, мы будем, в частности, у меня свои конвертеры есть для разных структур UnitRx, для UnitRx. С более компактной реализацией. Ну да, много может быть конвертеров у вас в проекте, и на самом деле, чем опять же имплементация Newtons of JSON для .NET и для Unity отличается тем, что у нее есть конвертеры свои. Это, по-моему, нельзя увидеть, ну потому что библиотека уже скомпилирована полностью в бинарный файл. Но, в общем, да, для того, чтобы JSON поддерживал сериализацию и десериализацию всяких векторов, кватернионов, 4×4 матриц и других структур данных, которые есть только в Unity, подставлена, написана другая написаны кастомные конвертеры для JSON мигратора, именно для JSON сериализатора, именно для Unity. Собственно, can-convert. Пока мы можем возвращать на все true. Это означает, что будут ли вообще методы write.json и read.json. Вектор 3 банально имеет циклическую зависимость, что стандартный сериализатор будет запинаться об нее. Да. Именно так. И это не только есть в векторе 3, это в целом есть во всех game-объектах. Ну и много где еще в базовых структурах. Значит, о чем нам говорит JSON Writer и JSON Reader? Что это, по сути, у нас поток на чтение данных. То есть, когда мы десериализуем, у нас вызывается вот этот метод. Когда мы сериализуем данные, то есть мы читаем стрингу и пишем, читаем объект и пишем его в writer, в JSON writer. Это поток, по сути, stream writer, то есть partial class. Ух ты, какое красивое форматирование. В общем, да, под капотом там открывается обычный поток на обычный write property name, write start object, update finalized index. Ну, короче, да, вот JSON writer, и он в каждую позицию записывает наши данные для преобразования их в стрингу.
по сути, для сериализации. Этот метод у нас ожидает... Блин, я совсем недавно значит, object type. Это текущий объект типа, который у нас попал на десериализацию. Соответственно, в данном случае у нас это будет person. И также этот метод будет вызван для всех объектов внутри person. Соответственно, для стринги и для инта. Значит, первое, что мы добавляем, это ну, получается, if existing value deserializer. Ух ты! Нет, так неинтересно, Copilot. Спасибо тебе большое, но ты немножечко не то пишешь. Соответственно, object type равно type person, но мы это не занегейтим и вернемся отсюда. И вернем, соответственно, на наш existing value. Такой, какой он у нас есть. То есть, если мы пытаемся прочитать файл, если мы работаем с типом, который не равен типу person, то мы просто отсюда выходим. Соответственно, если мы не работаем здесь тоже с типом write.json, соответственно, это текущая value, в writer нам мигрировать никак не нужно, поэтому мы по идее должны заоверрайдить здесь мемберы на canRead, canWrite. Соответственно, canRead true, canWrite по идее. Но мы это проверим попозже. В случае, если мы были неправы. Соответственно, мы берем J person person J object load и десериализуем наш объект. То есть мы по сути мы вместо того, чтобы получить сразу person именно в CLR типе, именно как person, мы сначала поработаем с ним как будто это динамик тип. То есть мы не знаем без проверок вот здесь, конечно же, мы не знаем, какой J без проверок здесь, мы не знаем какой структуру вот этого JSON объекта. Но мы ожидаем, что если версия JSON объекта но мы ожидаем измененную структуру. Что мы ожидаем-то? Давайте сначала напишем JSON property surname, да? Здесь. В общем, мы работаем здесь прямо как с динамик типом. То есть мы говорим JPerson name. И мы ожидаем... Даже не так получается. Var name. Соответственно, и мы обращаемся к этому объекту напрямую, не зная, действительно ли есть у нас это поле name или его уже нету. To object string, да.
И дальше мы пишем валидацию, соответственно. Если name split, если у нас больше 2, split, да, больше 1. Name to object. Ну да, name больше 1, то тогда мы jperson surname split 1 jperson name, вот так. Как по факту это будет работать? Вот здесь на вызове метода deserialize_object у нас JSON конвертер посмотрит на то, есть ли какие-то конвертеры в списке настроек, и вызовет по очереди все эти конвертеры в соответствии с тем, запись это или чтение. Если это чтение, то мы берем, то мы читаем текущий поток стрингов, десериализуем напрямую, пытаемся извлечь поле name из нашего старого JSON, из нашей версии 1, по сути, где она тут? Да, вот. Мы пытаемся из версии 1 извлечь значение, это John Doe, и после этого преобразовываем, разделяем вот это имя на 2 части и добавляем surname. Surname здесь. Я бы сплит 3 раза бы не использовал, переменную загнал. Смотрите, ребят, здесь это не оптимальная часть. Это просто идея, что мы хотим сделать, что мы хотим реализовать. Понятное дело, да, что это массив, мы здесь делим 2 раза, 3 раза, мы здесь аллоцируем 3,3 массива, проверяем это все 3 раза за ненадобностью. Да, это все можно оптимизировать, но сейчас именно основная идея. Вообще разделение вот этого по пробелу, это тоже небезопасно. А что если здесь, допустим, был вот так пробел поставлен или вот так? То есть, ну... Или, что если это у нас горячий, жаркий испанец, и у него есть еще у него есть вторая фамилия, или даже не горячий испанец, а просто человек с двойной фамилией. То есть здесь куча корнер-кейсов. Моя задача показать, какой механизм мы хотим написать и как вообще JSON-конвертеры работают. Вот. Но, Миш, спасибо за замечание. Собственно, мы разделили John... то есть смотрите, мы в JSON Reader здесь поместили John Doe, поместили первую версию стринги, которая пришла нам из локального хранилища пользователя. Дальше мы эту стрингу преобразовали в динамик объекта JObject. По сути, это не типизированный массив, нет, не типизированный JSON-объект. То есть мы не знаем, какой конкретно тип у этого объекта. Мы просто говорим, что пусть это будет некоторый абстрактный JSON-объект, к полям которого мы можем обратиться. Как здесь. Соответственно, мы пытаемся обратиться к полю name, преобразовать его в тип toString, ну, в тип стринги. После этого мы берем имя и проверяем, что если это имя у нас состоит из 2 частей, то мы делим это имя на подновую структуру данных, которая у нас есть.
Да, ведь так. J-person. Add before, at first, add specified content at the first children of J token. Я не уверен. Property name value. Угу. А есть какой-нибудь exist вот здесь? Previous last parent has values property. Get property with specified name. Ну давайте так. Соответственно, surname. Равно null. If. О, красота, спасибо. Ребят, мы... Ну ладно. Давайте. Хорошо. Извините меня, пожалуйста. Name split. Окей, пусть будет так. Соответственно, если у нас читается первая версия JSON файла, в которой еще нету surname, нам нужно этот surname добавить. Собственно, что мы и делаем. Если это первая версия JSON файла, где у нас нету surname, мы ее добавляем. И я акцентирую внимание на то, что мы добавляем ее, вот эту версию, модифицируем сейчас. Мы модифицируем не person, а мы модифицируем абстрактный объект, который мы можем привести к person. И то есть мы не модифицируем напрямую этого person. То есть нам не нужно его здесь приводить к этому типу. Мы можем работать с JSON как с чем-то абстрактным. Соответственно, мы присвоили значение name, присвоили значение person новый, заполнили surname новыми данными и вернули наш объект jPerson. To object person. По идее, как-то так должно быть. Давайте проверим, как это работает. Test-runner run. О, ошибок нет. Это значит, что мы все сделали правильно. То есть, давайте еще раз пройдемся по тому, что мы сделали. Локально в памяти был, то есть пользователь загрузил профиль. EDC загрузил профиль с файл load, в смысле сделал с persistent хранилища, то есть с SSD-шника или HDD-шника. После этого он у него вышла вот эта версия load profile версия 1. Он загрузил профиль версии 1, но текущая JSON схема изменилась со старой name string hin32. Миш, ребят, вы меня простите, пожалуйста. Я опять забываю переключать сцены. Я это 100% поправлю. Это первый стрим технический с техническими проблемами. В будущем я постараюсь их исправить. Соответственно, пользователь грузит профиль версии 1, то есть вот эта стринга у него хранится локально на диске, и он ее загружает. Но структура, схема, JSON-схема, вот здесь, она поменялась, и уже старые данные объединяли имя и фамилию в одно, а новый формат разделяет имя и фамилию на разные. Соответственно, мы при десериализации версии 1
мы не получаем ошибку только потому, что подпиши также комментариями новую схему для второй версии. Хорошо, вообще без проблем. Copilot, твой выход. Copilot, спасибо. Все, программисты не нужны. Все Copilot за нас делает. Соответственно, вот. И старая схема выглядела так, новая схема выглядит так. И для того, чтобы преобразовать данные версии 1, мы должны данные из старой схемы разделить на две части и подставить их в новую схему. Собственно, и на выходе, что самое главное, вот здесь, на Actual, мы уже сразу получим готовые данные. То есть нам не нужно будет сериализовать, десериализовать, сохранять и выходить и так далее. Все, у нас данные вот в Person, вот здесь, когда мы его десериализовали, они уже имеют версию 2. Все, нам больше ничего не нужно делать. Если мы actual surname Dowie. Вот. Если мы это проверим, то у нас все будет успешно работать. Нам не нужно еще что-то вызывать. Нам не нужно менять какие-то данные. Нам не нужно пересохранять их и так далее. Все, у нас уже при преобразовании объекта, при его десериализации, мы сразу там, где нужно, мы подменили тип. Нет, мы не подменили тип. Мы разделили имя и фамилию на соединенную в поле name на имя и фамилию как отдельные поля. Давайте сделаем V3. Так сказать, обработаем все краевые случаи и сделаем name, surname и давайте, это достаточно тупо, но сделаем age стрингом. Age, да, стрингом. Давайте, позвольте ответить на комментарии. Для меня лично пока что все просто. Саму идею реализации миграции глянуть, как JSON-конвертерами я работать умею. Но про миграции просто никогда не задумывался. Ну да, вот, много кто об этом не задумывается. Соответственно, я вижу, что, такая боль есть, она никем особо не решается. Я взялся за ее реализацию. Вот и все. Подпиши также комментарий на новую схему. Да, я написал. Вопрос такой. Во время разработки до релиза до релиза в сторы стоит ли заморачиваться с миграциями? Релиза у меня еще не было, но мои persistent данные уже 300 раз менялись, и приходится их постоянно удалять. Да. До релиза, смотрите, пока нету реальных пользователей, у которых есть другая версия профиля, вам особо-то насчет миграции заморачиваться не нужно. Если вы один пользователь, то вы всегда можете сбросить свои локальные данные и перезапустить игру. Да, это вообще без проблем, это можно сделать. И под свой собственный релиз, под самого себя постоянно писать миграторы, это голова опухнет.
реально, потому что вот вы одно простое полечко добавили или поменяли, и все, и вам для самого себя надо идти менять поле, ну, типа писать JSON-миграторы, тратить на это время и так далее. Зачем? Это не нужно. Миграции решают проблему разной версии данных при обновлении. То есть, если нечего обновлять, то нечего и мигрировать. А обновлять можно только тогда, когда есть пользователи со старой версии. Пользователей с новой версией мы тоже не рассматриваем, потому что они условно, у них все данные уже будут храниться в версии 2 или в версии 3. Нам не нужно с ними ничего делать. Но вот у пользователей, у которых версия 1, они сейчас в реал-тайме оперируются, они играют в игру, они сохраняют свои данные в версию 1. При обновлении и при скачивании версии 2 они получат, ну, в зависимости от настроек JSON сериализатора, либо exception, либо null, потому что просто не смогли десериализовать объект, и все. Это, опять же, подход safe программирования. Вот. Соответственно, пока нету пользователей, которым нужно обновляться, то и проблема эта не актуальна. Вот и все. То есть, но можно для себя, для самого позаморачиваться, посидеть, пописать миграторы, но как бы зачем? Я все пытаюсь придумать какую-нибудь поговорку или пословицу под это, но у меня не получается. Поэтому просто зачем? Мы иногда для софт-лонча не пишем миграторы, потому что юзеров мало для практики. Ну, для практики, да. Для юзеров мало, игра дальше будет сильно меняться. Да, это вопрос бизнеса. Реально, это вопрос... Вы можете подойти к вашему продукту и просто сказать, типа, вот у нас продукт на текущем проекте, его зовут Соляль. Вот я подхожу к Солялю и говорю: Соляль, слушай, сколько у нас типа, если мы сейчас выкатываем версию, у нас прошлые пользователи не смогут запустить игру. И Соляль говорит: у нас 100 пользователей, там пофигу вообще на них. Типа, ничего страшного. Удали у них все локальные данные, сбрось их весь прогресс. Понимаете, это вопрос бизнеса. То есть, насколько бизнесу критично потерять текущих пользователей с текущей версии профиля, насколько сильно это скажется на нем, сколько единиц получит и насколько снизится прибыль. Если эффект недостаточно большой в рамках проекта, условно 100 человек при миллионах скачиваний, допустим, да, или на том же софт-ланче, или на бета-релизе, когда вообще приложение может быть сломано, соответственно, этим можно просто пренебречь, и можно просто удалить все данные пользователей и заставить их играть заново. Да, но зачем? Можно написать мигратор. Можно написать простой мигратор, адекватный, понятный, который будет хранить всю информацию в себе. Типа... Но отчасти это тоже может быть вопрос продукта даже, а не вопрос программиста. Мы программисты, мы можем сделать все, что угодно. Вот правда. Типа, мы можем сделать все. Нужно ли это бизнесу? Вопрос времени и денег. Эх. Так, поехали. Версия 3. Вот это да. Спасибо большое. Спасибо большое, Copilot, еще раз. Соответственно, вот мы изменяем age на буквенную запись числа 33.
О, господи, мне аж плохо стало. Я просто представил, что на продакшене так кто-нибудь напишет. Мне правда стало плохо. И, соответственно, вот мы берем. Сейчас порядок действий еще раз. Вот у нас версия 2, которая хранится локально у пользователя в persistent storage. Мы идем в операционную систему, просим прочитать определенный регион памяти с жесткого диска, читаем этот регион памяти, преобразуем его в массив чаров или проще в стрингу. Преобразуем его в стрингу. Эту стрингу получаем вот в этой строке. И дальше мы должны десериализовать объект. Нужно преобразовать вот эту стрингу в объект, который у нас прописан в CLR Object, который мы описали здесь в модели данных. Соответственно, мы должны, замапить наши значения name в name, surname в surname, age в age. Но вот здесь age у нас берет и полностью меняется. То есть при загрузке версии 3, при попытке десериализовать версию 3, здесь мы... Да, при попытке десериализовать версию 3. Это actual. Ладно, давайте actual 2. var actual 2, да, версию 2. Мы десериализовываем. Соответственно, нам на вход приходят вот эти данные, да, но мы их пытаемся запихнуть вот в эту модель. Ошибки не будет, только если мы не поменяем тип. Мы меняем тип и получаем вот здесь ошибку десериализации. Давайте это проверим. Assert throws JSON serialization exception, да. При попытке преобразовать версию 2. Вот это убираем. То есть, почему, еще раз, почему это произойдет? Объект person, модель person, поле age имеет тип string. Значение v2, которое мы грузим из persistent memory, здесь поле age, оно указано как 33 в виде цифры, в виде int 32. MB новый тест написать, так как и сетапа для него. Да, Миш, все верно. Мы сейчас так и сделаем, но сначала давайте убедимся, что это действительно бросает exception. Ну, это из-за формата обработки наших исключений. Он просто возвращает null, если не может привести его одного типа, один тип к другому. Handler какой-нибудь, exception handling, null value handling, object creation, string escape. Миш, да, сейчас поправим. Float parser handling. Ладно. Давайте так это сделаем. V2 to V3. Соответственно,
assert is null. Да ну ё-моё. Все, окажется, что этот объект у нас... Expected null, but was person. Так, ладно, надо мной немного десериализатор издевается. Надо мной немного десериализатор издевается. Person получается... О! Подождите. Ну ладно. Ладно, ребят. Произошло обучение с моей стороны. Оказывается, JSON-конвертер хорошо хендлит моменты, когда мы указываем вот здесь тип. Из стринги мы меняем тип из инта в стрингу, поскольку изначальной JSON схемы у него нету для того, чтобы проверить эти типы, то на десериализации он смотрит на age как на стрингу, которая указана здесь, и без проблем преобразует 33 в стрингу. То есть в данном случае наша миграция пройдет успешно даже без нас. Вот, поэтому, чтобы окончательно давайте так сделаем. Давайте сделаем вот так. Date, time. И напишем burn date. Окей, пусть будет так. День, когда он сгорел. Burn date. И здесь и как раз таки в версии 3 мы поменяем этот burn date на сгорел бедняга. Так, и давайте поменяем его на RIP. Press F to pay respect. Да. Datetime. Блин, мне так не хочется. Вот почему datetime? Может дату какую-нибудь подкинуть, пожалуйста. Ай, откуда мне ее взять? Ну-ка, сейчас, может быть, у меня где-нибудь в слаке завалялась какая-нибудь дата. Блин, ребят, скиньте по-братски в чатике какую-нибудь дату в формате datetype. Я пока код немного подрефакторю. Так, соответственно, сохраняем наши настройки. Сеттинги. Так ты не там пытаешься заполнить, нет? Да нет, вот смотри, вот burn date здесь мы в person поменяли. А теперь я хочу в JSON схеме это отобразить. Да, все, формат ведь будет datetime, да, все верно. Данил, спасибо большое. Это ведь JSON схема, мы указываем тип, имя филда и его тип. А я хочу сюда значение подставить, типа там 1970-02-01 Т и время рождения. Да. Данил, спасибо большое, ты чертовски прав.
Соответственно, V1, V1, V2. Ну, давайте все их вынесем в... Да. Вынесем их в общий сетап. Вот сюда. И будем здесь прописывать. Соответственно, не кидает исключение, если мы используем V1, да. Ожидаемое имя Джон. Если мы десериализуем версию 1. Соответственно, ну да, десериализуем здесь версию 1, мы получаем актуальный имя, да, и проверяем. Expected name и var expected surname. Вот так. Проверим, что все работает правильно. Да, все наши тесты запускаются без проблем. Соответственно, теперь получается migration from так, нет, v1 to v2. Да. Ну, пусть будет так. Потом мы, если что, подправим имя. Кстати-ка, предложите свое имя в комментарии. Migration to v1, v2. Потом public void. Соответственно, здесь тест. Migration v2 to v3. О, спасибо. Стив Джобс. Ой, спасибо большое, Миш. Спасибо большое. Expected. Так, подожди, в 2011-м Стив Джобс не родился, а умер. Произошел тонкий троллинг. Ладно, Данил. Давай поправим. Как говорится, в чем разница между burn rate и born rate? Нет, я, пожалуй, оставлю как есть. Мне нравится. Соответственно, если мы десериализуем вот здесь, JSON Serialization Exception должен быть. Если мы десериализуем версию 2 в версию 3, потому что у нас burn rate поменялся с типа int на тип datetime. На тип datetime. Соответственно, при попытке десериализовать модель с типом datetime в модель с типом int, точнее модель int, точнее данные с интом вот здесь, с интом преобразовать в data у нас не получится, мы получим exception. Соответственно, так, ожидаемое имя Джон, surname Dowie, expected burn rate вот такой должен быть. Burn rate. Мы получим здесь exception. И дальше мы получим exception здесь, и тест у нас не пройдет. Это должно быть нормально.
в нашем случае. Строка 81. 81. Мы просто здесь null получили. Да ну что ж ты будешь делать? Ну, дружище. Assert is not null. Вот так давайте пусть сделаем. Это аналогичная проверка с киданием экзепшенов, просто... Да. Вот. И теперь мы получили следующую ошибку, что ожидаемая дата должна быть, дата смерти Стива Джобса, но получили мы все по нулям. Почему мы получили все по нулям? Ну-ка, подожди. Блин, настройки JSON сериализатора, что ли, такие. Так, дебаг. Ну да, точно. Дебаг. Ага. То есть настройки сериализатора, что ли, такие, что они, даже если не... Ну да, даже если не получается преобразовать... Я так понимаю, мы пока хардкодим в конвертере, а потом будем абстрагироваться и накидывать реализации стратегии на конвертацию каждой версии. Или какой план? Да, Миш, все верно. Сначала то есть на первом видео здесь, уже скоро мы заканчиваем трансляцию, там через 20 минут, я рассказываю о проблеме и как ее решать. И в последующих видео я буду также подключать стримы и уже накидывать конкретную, абстрактную реализацию для конвертации любого типа данных, которые у нас есть. То есть сейчас мы конкретно оперируем персоном, а мы сможем оперировать вообще, нам не будет важно, какой это объект к нам пришел. Нам нужно будет его просто пометить в коде определенным образом. И дальше при запуске десериализатора у нас будет запускаться метод конвертации, который будет прописан вот здесь в персоне. Ну и также мы добавим версию в сам персон. Вот. Но пока, да, я объясняю идею и проблему, которая может вообще основную проблему и как ее адекватно можно решать. Вот. Собственно, скорее всего, кстати, это получилось из-за нашего конвертера, потому что конвертер person, да, мы пытаемся здесь разделить. Дальше мы jperson преобразовываем в объект toObject. И этот toObject здесь и прописываем. Точнее, не здесь, а вот здесь. Вот. Вот и беда. Да, сейчас мы хардкодим реализацию. Все верно. Соответственно, здесь дальше в конвертере мы проверяем, если jProperty burn rate равен null. Вообще, по факту, ну да, если это поле отсутствует, то мы должны... Что делать, если этого поля не было до нас, и мы не проставили в него никакое значение? Зависит от бизнес-требований, но сейчас давайте ставить ему... Давайте добавлять значение burn rate, но со значением default. Default date time. Будем добавлять, а в случае, если burn rate
у нас уже есть, то мы будем в него прописывать значения, которые дал нам Миша. Нет, не так. Мы должны будем прописывать new date time и пропишем 2011 месяц 5 или 10. Нет, 10 месяц, 5 число 0000. Да. Так. Здесь мы разделили, мы поставили значение стринги. Здесь мы присваиваем значение тоже в стринги. Ну, да. Object to person, parse JSON string. Ой, что-то мне это не нравится. Ну да ладно. Assert equal v2 из v2 v3. В общем, все должно по идее заработать, потому что мы мигрировали наши данные успешно. Ну нет. Так, если property burn date, в данном случае оно равно null, потому что у нас было раньше поле age. Да, стало... Давайте не burn, а born. Сцена. Я извиняюсь, ребят, простите, пожалуйста. Ладно, давайте сделаем born date. Соответственно, если property born date равно null, то первое, что мы делаем, это из JPerson получаем property age. Age to object int age. Да, дальше мы да, спасибо. Отнимаем года. То есть сейчас born date. То есть, если в старой версии JSON у нас был возраст 33 года, то для того, чтобы найти дату его рождения, нам от текущего времени нужно отнять время его рождения. Точнее, его текущей даты отнять его года, которые он прожил уже. А я могу, допустим, там... ну да, add years. То есть мы отнимаем и в итоге получаем его актуальную дату рождения. В случае же, если... это если born date равен null. То есть если этого поля нету. То есть по сути, если мы мигрируем с версии 2 на версию 3 или с версии 1 на версию 3. То есть это в принципе будет единственный кейс. В случае, если у нас born date уже есть в JSON файле, это значит, что мы десериализуем версию 3 в версию 3. Соответственно, нам ничего здесь не нужно делать. Да, по идее все должно быть хорошо. Единственное, что нам нужно проверить, нам нужно написать какой-то тест. Expected burn date. Если
давайте так, datetime now минус, вообще пофигу, пусть будет так. Да, все. Та-дам! Соответственно, да, Миш, я с тобой согласен, что это примитивная модель данных. Copilot ее хавает на раз, два, три. Но в большинстве случаев миграции они достаточно прямолинейные, и ну, с ними, правда, не возникнет каких-то супер проблем. Типа, и Copilot их отлично может дополнять. Вот. И вот версия... у нас еще может быть версия 3, где H прописано как 33. Ну, что... Давайте актуализируем и... Давайте актуализируем пример. Сейчас, я ищу дату смерти Стива Джобса. Вот. Вот так. Соответственно, в версии 3 у нас born date. Вот так. Вот. Миграция с версии 1 на версию 2, с версии 2 на версию 3. Так. Ну, на часах уже 10 минут до окончания трансляции. И давайте... Сейчас, секунду. Я бы показал бы свой код, а я люблю помудрить, но он просто не вывозит порой там. Ну, ладно, бывает. В итоге, подведем итоги. Есть проблема. Проблема звучит как актуализация версии данных, которая хранится у пользователей. У пользователей локально до версии, которая реально используется в текущей на клиенте. Подход, который используется чаще всего, это десериализация. Это десериализация объекта, изменение конкретных данных, обратная сериализация в файл и последующая опять десериализация. Или, ну да, это как-то так работает. Либо это вообще сброс всего локального прогресса. Что неудобно, добавляет оверхеды, заставляет хранить несколько версий, все версии моделей предыдущих версий. То есть мы десериализуем давайте так. Public. Да ё-моё. Public void not to do тест. Соответственно, у нас был public class person v1. Миша, я плачу за Copilot. Точнее, моя компания платит мне за Copilot. Поэтому я им активно пользуюсь. Соответственно, person v1, person v2 и вот person v3. Да, и как в большинстве случаев это делается? Берется
from, получается, и JSON convert берется прошлая версия. Deserialize object person v1. Соответственно, десериализуются старые данные. После этого создается var to new person v2. После этого получается name присвоить значение from split пробел 0 surname split 1 h from h JSON convert serialize файл write all pub JSON. Вот так. Чё? Подождите, да, с name. Вот так. Конечно. Эх. Вот как-то так. Чаще всего я вижу накатываются миграции в обычно. Вот. Так. Ну, если компания, то тогда шикарно. Мне как инди приходится экономить на всем. Блин, да, конечно, Миш, ставлю за тебя свечку. Да. Чаще всего миграции проходят вот таким вот образом. Соответственно, в чем разница между вот этой частью и вот этой частью? Тем, что здесь мы вызываем метод serialize и deserialize, и также мы как бы спасибо за свечу. Пожалуйста. В чем разница? В том, что мы, во-первых, мы храним старую версию профайла прямо в коде, то есть и мы должны мы храним версию профайла прямо в коде и должны десериализовать сначала в нее, и накатить вторую версию и сохранить ее для того, чтобы накатить потом третью. То есть, во-первых, нам нужно хранить все старые модели в коде. Во-вторых, нам нужно постоянно сериализовать, десериализовать из версии 1 в версию 2, из версии 2 в версии 3, из версии 3 в версию 4 и так далее до бесконечности. То есть это куча вызовов сериализации, десериализаций. Ну и, соответственно, растущая когнитивная сложность, потому что вот это ерунда. Это, ребята, это мы с вами здесь накатали за 10 минут, извините меня. Даже, так сказать, под пивко и чаек, даже абсолютно не запариваясь. А в продакшене это дикшенери внутри дикшенери, а это все какой-нибудь объект, это все завернуто в каких-нибудь 2-3 объекта, и изменение этой структуры а потом мы это берем и все меняем просто на интовое поле, потому что понимаем, что нам это не нужно. Или хуже всего, если мы меняем тип. Допустим, у нас был паблик условно dictionary int list string list. Давайте так, dictionary string hashset int.
Да, если вы думаете, что это что-то придуманное, то нет. Вот это уровень персонажа в прокачке, вот это имя скилла, а вот это значение дельты, на которое изменяется параметр, вот это имя параметра игрока, а вот это значение, на которое оно изменяется. То есть по факту эту структуру можно преобразовать как? Для текущего уровня есть список параметров. Давайте я лист уберу, он здесь не нужен. Есть список параметров героя, которые изменяют свои значения на вот это значение. А теперь приходит геймдизайнер и говорит: знаете, мы хотим это изменить, и здесь мы меняем, в общем, допустим, там переходим с именования. Как же это реальные требования это можно придумать? Сейчас дайте подумать. Мы хотим изменять не только параметр. Блин, как же солнце светит. Ужас. Сейчас, секунду. Солнце просто светит прям в глаза. Эх. У меня уже закат. Тут так красиво. Только ГД прям так не скажет. Надо будет еще интерпретировать, что он скажет в адекватную структуру данных. Да. Это все классика, но ладно, давайте упростим, что мы меняем вот здесь структуру данных просто на лист условных тех же самых кортежей, допустим, и вот здесь int. Во что мы можем изменить? Точно. Мы инты вот здесь меняем на гуиды. У нас теперь каждая обилка это уникальный айдишник. Вот. И нам там старые айдишники нужно преобразовать, а теперь это у нас не дикшенери, а просто списочек. Почему не дикшенери? Потому что он может хранить дубликаты. Допустим. Типа у нас можно указать две обилки. Типа два параметра, на которые меняет. Допустим, жизни прибавить плюс 5, жизни убавить минус 5. Press F to user performance. Но все равно. И вот мы имели красотинушку в виде dictionary int dictionary string hashset int. Ну, как что-то такое там было. Где-то там я еще список, по-моему, запихивал. Вот. Да, сохранить состояние бафов в разгар битвы. Во. Типа такого, да. Сохранение всего того, что висит на... ну да, вот, Миш, правильный пример, потому что разные игроки могут набросить разные бафы, которые будут менять один и тот же параметр. Вот. Один и тот же параметр игрока. Вот. И, соответственно, у нас этих параметров у нас может быть список, и список не обязательно, что может быть не повторяющимся. То есть мы типа
Первый игрок набросил баф на минус 30 хп, второй игрок набросил баф на тоже изменение минус хп в размере еще минус 15. Мы должны это все просуммировать. Ну и вот и все, мы поменяли структуру. Версия 1 была вот такая пусечка-заечка, получилась вот такая вот громадина-уродина, которая тоже по сути своей пусечка-заечка, но преобразование вот из этого типа вот в этот тип, это вообще нетривиальная задача, которая на продакшене, не дайте себя обмануть, появляется очень часто. Когда приходят новые требования. Собственно, наша трансляция подходит к концу. В текущей на трансляции мы проговорили про миграцию данных, начали про нее говорить, написали собственную костыльную реализацию JSON конвертером как идею, просто реализовали ее как идею, подтвердили то, что она работает. У нас есть тесты, которые не дадут нам соврать. И соответственно, в следующих сериях, на следующих стримах мы начнем писать как раз таки сам мигратор, который будет выглядеть как механизм, который мы подставляем в JSON settings, вот сюда в конвертеры, и просто отдаем ему на вход любые данные на десериализацию. И на выходе получаем миграцию со всех версий со всех предыдущих версий профиля, допустим, с 1 на 10, со второй на 3 и так далее. Мы накатываем все миграции, и в итоге у нас в финале пользователь получает самую последнюю, самую обновленную версию, которая не вызывает ошибок. И мы успешно мигрировали все его данные и сохранили их без необходимости их удаления. Что ж, в том же Baldur's Gate 3 также, наверное, мучились с сохранением. Мучились все. И мучаются, и будут мучиться. Это никуда от этого не деться. Собственно, под конец стрима позвольте расшарить репозиторий на GitHub. Я надеюсь, ссылка будет видна. Вот. Я сюда запушу наши изменения. Кстати-ка, ну давайте, наверное, это сделаем сейчас. Я ни разу не пушил изменения из гита райдеровского, потому что я пользуюсь гит через консоль. Ой, ладно, changes. Пусть будет stream 1. Это easy делать. Да и никто не говорит, что это сложно. Никто не говорит, что это сложно. Просто мне непривычно. И здесь, по-моему, кнопочка push. Origin Master, Manifest, BDD Example и New Behavior Script. Да, вроде как все окей. Так. The authenticity of GitHub can be established. Fingerprint key. The list of known hosts, permission denied, public key. Короче, не получилось у меня пока запушить. Unity. Нет, не Unity, Rider. И здесь
Light.json Migrator. Ладно, ребят, я просто закоммитил через райдер, а запушил через консоль. Спасибо за помощь. Да, собственно, на этом все. Может быть, есть какие-то вопросы, оставшееся время, можно почилить, поболтать. Может быть, есть какие-то вопросы, не касающиеся стрима и конвертера, или, может быть, остались какие-то неразрешенные вопросы с текущей проблемой, которую мы решали. Следующий стрим, дай бог, будет через неделю, где мы просто продолжим писать вот универсальный мигратор данных. Вот. Вопросы, предложения, пожелания? Ну, похоже, что ничего этого нету, так что, ребят, спасибо всем большое, что были на трансляции. Смотрите нас в записи, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх и подписываться на мой блог. Как только меня YouTube разблокирует, я смогу публиковать ссылки в дескрипшенах видосов. Я обязательно добавлю ссылку на мой блог. Подписывайтесь и всем хорошего дня.